Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender в CRM-систему Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из Smart Sender в другие системы. Например, в Zoho CRM вы сможете создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. Далее необходимо выбрать действие «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее необходимо перейти в раздел «Интеграции». На этом этапе кликаем Show Key. Когда API-ключ отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо провести общение с вашим ботом, который подключен к Smart Sender, для того, чтобы новый контакт отобразился в этой системе. После этого кликаем «Загрузить тестовые данные из Smart Sender», и когда этот контакт появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Далее необходимо выбрать действие «Создать сделку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Zoho. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Zoho CRM, которые необходимо заполнить для создания новой сделки. В эти поля вы можете передавать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Zoho CRM в качестве новых сделок при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Zoho успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!